Что самое главное при внедрении проектов по улучшению? Рост производительности? Или, может быть, улучшение качества? Размер экономического эффекта? Я считаю, что это все не самое главное. Сегодня в совсем небольшом видео я хотел бы поговорить о том, о чем очень редко задумываются при реализации проектов по улучшению. И уверен, после этого видео вы начнете понимать более глубоко, в чем же истинная ценность бережливых инициатив. Вы сможете достичь выдающихся результатов. Обо всем поговорим. Посмотрите это видео до самого конца. Всем Лина! Спасибо, что смотрите канал LitiPro. Один из немногих каналов, посвященных бережливому производству, управлению изменениями, управлению проектами, корпоративной культуре и другим интересным темам. Поддержите его. Без вас канал не будет развиваться. Подпишитесь на него. Если вы были на каких-либо конференциях или посещали компании, успешно реализовавших программу бережливого производства, 6 Sigma, или иные проекты роста эффективности, то вы наверняка слышали об их успехах. И компании с гордостью говорят о значительном росте производительности, сокращении в разы брака, о миллионах размерах экономического эффекта. И это все правда. Это очень важный индикатор успешности, доказывающий на цифрах результативность и эффективность программы роста операционной эффективности. Я хотел бы, чтобы мы задумались о таком вопросе. Отражают ли достигнутые конкретные производственные экономические показатели принципы кайдзен? Кайдзен, или как в России принято говорить кайдзен, принцип непрерывного совершенствования. То, что производство увеличило скорость выполнения заказов в 1,5 раза, обозначает, что создан устойчивый механизм непрерывного совершенствования. Однозначно ответить невозможно, поскольку рост эффективности может произойти, например, за счет привлечения консультантов, которые выполнили всю работу и, добившись конкретного замечательного результата, ушли. Для создания системы непрерывного совершенствования при реализации проектов по улучшению, по моему мнению, мы должны выделять две группы результатов. Первая, она понятна, это конкретные производственные экономические показатели. Вторая, менее очевидная, но, по моему мнению, более важная. Это опыт. Опыт, получаемый сотрудниками при решении задач развития. При этом именно вторая группа результатов для большинства инновационных компаний имеет значимость выше первой. Приобретение опыта технических, технологических, организационных новаций, опыта применения тех или иных инструментов развития, будь то 5S или реинжиниринг бизнес-процессов, цифровизация или статистические методы управления процессами, имеет, возможно, большую значимость с точки зрения принципа кайдзен. Именно это обеспечивает непрерывность и устойчивость развития. Некоторые могут возразить, что опыт без конкретных достижений не имеет практической значимости. И будут правы. Со своей стороны могу отметить, что в моем опыте не было такого случая, чтобы команда набирала опыт управления проектами по развитию, применения инструментов анализа, таких как карта потока, статистических методов, дерево текущей реальности, 5 почему, и тому подобное. Или опыт развертывания инструментов совершенствования, например, стандартизации, визуального управления, встроенного качества, канбан, каких-то методов теории решения изобретательских задач, или опыт применения других инструментов, что они в конечном счете не достигали поставленных целей. Такого в моем опыте не было. Даже в случае наличия сложностей, ошибок в начале пути, именно концентрация на опыте позволяет компаниям наращивать свои организационные способности, приводящих ее к целям. Для лучшего осознания полученного опыта я рекомендую использовать такой инструмент, как ретроспективный анализ. Или его еще называют историческое сканирование. Если вам интересны мои подходы к осознанному, системному накоплению полученного опыта, поставьте лайк этому видео, сделайте репост, и я выпущу отдельное видео про методы ретроспективного анализа. А на сегодня это все. Всем Лина, увидимся!